Мы меняем бензиновую технику, у кого есть, на наши электрические модели. Ремонт по всей России. Я отдаю готовый квадроцикл. А теперь по поводу аукциона. Стартовая цена на Maxi скутер из ретро бензина в электро. Новую резину везде. Резины девственные. Все, это прям вообще, это кенда. Скажите, какой цвет его покрасить, и мы вам сделаем такой цвет. Какой вам нравится? А теперь аукцион по Suzuki. Нифига себе. Вот, стартовая цена на аукцион Suzuki с мотор-колесом 5000 Вт от US Motors плюс наша работа. Он был бензиновый, короб вот этот съемный. Все настройки через телефон. Покраска за наш счет. Толщина металла на новом кастомном Suzuki. Оцените крепление и вилка. Где вы такое найдете? Чтобы настолько надежно что-то собиралось. Привет, друзья! Из мастерской Электроеж. Баги начинает собираться у нас. Красавчик. Suzuki, который у нас уже катался. Все, сейчас идет покраска полным ходом и сборка. И будет готовый Suzuki на цепной передаче с электродвигателем. Красота. Обалдейте, как она будет ездить. Будет летать просто. Пластик уже отдали. Пластик покраски, да. Газель интересно, ребят? Или не интересно? Напишите в комментариях. Интересно вам посмотреть, что мы еще делаем с бензиновыми вещами? Сделать газель, может, электрическую. Мы просчитали его мощность. Так, к нам присоединился Слава. Давайте немножко по поводу скутера, про который мы говорили на клиноременной передаче. 2-киловаттный стоит двигатель. Теперь у нас, что здесь сережка, да, контроллер? Это 3-киловаттный контроллер. Тут видно даже. Вот он. Значит, получается 2-киловаттный мотор и 3-киловаттный контроллер. Мы поставили ему... Да, у нас ручка здесь только вперед, а мы поставили теперь сюда нормальную. То есть задней скоростью 3 вперед, 3 назад. А здесь просто эта скутерная ручка, она только вперед. Но мы сделали для людей, чтобы было все удобно. Вот теперь все работает. Мы пока еще тормоз не сделали, надо колодки поменять. Ну-ка, давай-ка. Значит, теперь мы, например, давайте на максимум. Да? К сожалению, затормозить просто не можем. Такой джойстик из кармана управлять. Да, ну просто поставили сначала, теперь вот хотим, чтобы все было, чтобы была и задняя. Вот теперь задняя, смотрим заднюю. Ну, задняя, понятно, что она тише едет, чем все вперед. Так что теперь мы сейчас все это проводим. И у людей получается прям обалденный прям скутер с 3 скоростями вперед, 1 назад, там, ну прям макси-скутер, супер классно. Супер. Ты, кстати, вот хочу заметить, новую резину везде, то есть мы не просто там... И еще один момент, кстати, хочу сказать. Мы специально не стали красить его в другой цвет, мы сейчас соберем все. То есть, вот если вы посмотрите, рама, все перекрашено, все переделано, кроме... Мы не хотим делать пластик. Почему? Мы хотим сказать, скажите, какой цвет его покрасить, и мы вам сделаем такой цвет. Какой вам нравится? То, что надо. Ретро. Потому что завтра человек скажет, а хочу синий. А зачем мы сейчас перекрасим в оранжевый, если кому-то хочется синий? Логично. Поэтому скажите, мы перекрасим, все сделаем. Самое главное, все будет работать, потому что уже запустили, остается только все аккуратно сделать. Новая резина, все новое. Резины девственные прям. Все, это прям вообще, это кенда, кстати. Она, кстати, лидер, это чемпион, кстати, в кроссовых гонках там и всех. Вообще, на самом деле, это хорошая резина, очень хорошая. И перед и зад кенда. Ням-ням, как хочется раскрутить мне колесо.
Ну и надо прочувствовать ременную передачу. Запусти еще раз. Давай. Передадим эффект. Божественно. Это божественно. А когда-то он совершенно был другим. Да. А сейчас он на ременной передаче. Ну, тут кое-что надо доделать. Ну, естественно, еще бортовой компьютер поставить. Поставить пластик. В общем, покраска под вкус и цвет. Да. Именно потому, что мы хотели его сначала покрасить, а потом подумали, а кто его знает, кто что хочет. Слушай, мы можем объявить стартовую цену? Давай сделаем аукцион на этот скутер. Стартовую цену, с которой можно начинать торги. А почему нет? А почему нет? Ребят, а теперь по поводу аукциона. Стартовая цена на Макси скутер из ретро бензина в электро 230 тысяч рублей. Кто готов платить больше, пожалуйста, можете стартовать в группе, в чате, в Телеграме, ВКонтакте, на Ютубе, где угодно. Мы везде есть, везде будем просматривать, кто дает больше, тому эта техника достанется. Покраска за наш счет. В итоге для финалиста кто выиграет? Любой цвет, который он захочет. В остальном все абсолютно новое. Да, абсолютно верно. А теперь аукцион по Сузуки. Давайте перейдем. Сузуки. Электро Сузуки. Где такое видели? Он говорит, что тормозную систему даже сами пластину все туда не выбирает. Толщина металла на новом кастомном Сузуки. Оцените. Крепление и вилка. А? Где вы такое найдете? Чтобы настолько надежно что-то собиралось. Так, это у нас Сузуки на мотор-колесе. Я уже показал, как красится предыдущий Сузуки. Значит, да, у нас есть два варианта Suzuki. Мы специально их сделали для того, чтобы показать, что мы можем сделать как на моторе, как и на мотор-колесе. В данный момент поставлено сюда мотор-колесо. Вот вилка сделана нами абсолютно вся. Сейчас мы сюда ставим просто колесо. Здесь стоит уже контроллер, мы подключаем, тем более он стандартный. И это все едет. Поставили сюда короб для аккумулятора, который достаточно большой. Сюда можно впихнуть, ну, наверное, 120 ампер где-то, ну, минимум. Для чего сделали большой? Потому что неизвестно, какой закажем. Дальше мы сейчас это все разберем, покрасим, и мы готовы его продавать. Ключевое, что вот это все сделали сами. То есть он был бензиновый, вилка была другая абсолютно. Вот это все сделано своими руками. Абсолютно все. Короб вот этот съемный. Причем он съемный как с нормальным мотоциклом. Вот это все снимается и можно его опустить вниз вообще. Вот здесь есть болты. Мы его опускаем, и сюда можно поставить любой. А также вот, если мы сейчас посмотрим, вот сиденье снимаем. Мы снимаем бензобак. Который, кстати, вырезан специально под там, что хотите. Мы еще туда можем добавить еще плюсом. Вот стоит контроллер. Вот такой получился короб. Так как здесь привод идет от переднего колеса, скорость мы не меняем. Мы поменяем вот это вот циферблат, в котором будет показан заряд аккумулятора. А всю остальную проводку мы, поворотники, все ставим стандартно. Считывается скорость переднего колеса, поэтому мы решили не менять. Просто сюда поставим. Я даже могу принести и показать, как будет выглядеть сюда. Кстати, точно, вот оно. Смотрите. Я хотел узнать, что там валяется. Это не валяется, у нас никогда ничего не валяется, у нас лежит. Значит, вот он. Давайте, чтобы все понимали, опять, что все новое. То-то.
Итак, вот показывает заряд, вот вольта будет показывать. То есть человек будет ехать, то есть это все будет закрыто, и здесь он будет видеть скорость, а здесь будет видеть все остальные показатели. Сколько у него батарея, сколько вольтаж осталось, все видит, все основные показатели. Красота. Модуль сюда будем подключать Wi-Fi, нет? А он есть здесь? А, Вот он? Да, вот вижу. Нашел. Управление через телефон. Ребята! Через телефон управление. Вообще просто Все настройки бомба. через телефон. А не мотоцикл. На самом деле мы хотим понять просто, насколько вот, интересные модели, когда два Сузуки, один на моторном колесе, а другой на моторе, да? Вот насколько они отличаются и какая разница? Давайте попробуем и посмотрим. Точняк проверим. Так. Аукционы. Подумайте, сколько это может стоить, напишите в комментариях ваше мнение. Какова же будет стартовая сумма? Стартовая цена на аукцион Suzuki с мотор-колесом 5000 Вт от US Motors плюс наша работа. От 300 тысяч. От 300 тысяч рублей. Аккумуляторные ячейки. Насколько будет? Значит, давайте мы пойдем постепенно. Первое. Значит, не обращайте внимания на сиденье. Мы его перешьем в кожаное сиденье. Оно будет выглядеть вот так. Да. Как новое. Причем в цвет, который вы захотите. Значит, снимаем бак. Он тоже вырезан. Специально для увеличения аккумуляторной батареи. Затем здесь есть аккумуляторный отсек, в который влазит, ну, я думаю, порядка 120 ампер. Плюс можно еще нарастить сюда. Мы предлагаем стартовую цену от 80 ампер часов. Ну Модный вот, например, приговор. аккум сюда дополнительный можно. И также можно поставить сюда зарядку, чтобы никто не мог до нее дойти. И нужно было закрыть ключом. Модернизировать Мы еще можем как-то? поставить сюда мотор-колесо 8 киловатт. Мы можем сюда поставить контроллер другой. Мы можем поставить аккум сюда больше. Все, что хотите. Слушай, ну может нахрен я сам куплю, а? Себе. Давай сейчас подарок мне на день рождения. Скинемся все вместе. И я уеду на Сузуки нахрен. Мы тебе... Так, ребят, все, отменяется аукцион на Сузуки. Вот Honda, в общем, ей балуйтесь, развлекайтесь. Сузуки я забираю. Ну, подожди, и, может быть, тогда ты хочешь Хонду квадроцикл? Хорошая вещь. Подожди. Ну где я в Москве-то буду на нем кататься? А ты на нем можешь ездить как раз везде. То есть используется как квадрицикл. Это та же самая техника с мотоциклетной посадкой. Да, только на 4 колесах. Понял тебя. Мы сегодня практически уже подготовили постановки мотора 2,2 киловатта с редуктором и с полуосями 2,2 он. На этот квадроцикл. Мне кажется, мы сегодня какие-то, блядь, щедрые. Мы еще и на него сделаем сейчас этот аукцион. Я думаю, что просто это разные вещи. Но те, кто хотят мотоцикл и квадроцикл, разные люди. Но вот эта вот вещь хотят, наверное, даже больше, может быть, даже чем мотоцикл. Потому что квадроцикл на 4 колесах, он реально устойчивый. А сколько сюда можно поставить аккумулятора? Нет ни в одном мотоцикле такого просто пространства. То есть он может ехать просто столько, что даже не искататься. Вы просто устанете. Но это просто, вот это все, это может быть аккумулятором. Офигеть. Причем, что это натуральная Honda. И вот этот мотор может тянуть за собой реально машину. Так Санька газель таскал. Да, мы реально за ней просто запросто таскаем газель. Причем длина у нее 6 метров, 6,20 даже. Это в кузове. А я сейчас выскочу, газель покажу.
Сейчас офигеете, ребят, что мы тащили этим квадриком. Во! Видали? Да, морда разобрана. Мы с ней занимаемся. Но однако, вот этот квадрик, ну, с таким же двигателем я имею в виду. Все ремонтируется, Тащил вообще делается, легко. обслуживается сейчас данная модель. То что так. Поэтому я считаю, что это достойный аппарат, реально. 350 тысяч сегодня. Я отдаю готовый квадроцикл с мотором 2.2 и с аккумулятором 60 ампер-часов литионным. Хонду. 350 штук. Да. Литионник, 60 ампер-часов. 2,2 киловатта мотор. Редукторный. Бля, недешево. Мы же сегодня у нас акция. Добрый. Ладно. Предзаказ, Он, ребят. конечно, будет стоить не столько, но сегодня он стоит столько. Хочу сказать очень важную вещь. Все, кто пытается посмотреть интернет и думает, что 2.2 это мало, а надо 3, больше 3 вообще не бывает такого мотора на данную модель. Это не дает вам динамики, еще чего-то. То есть, поверьте мне, 2.2 это оптимальный мотор, который тянет и вам дает максимальную дальность езды. Да, меньше не надо, но больше нет смысла. Так, ребят, сейчас расскажу немножечко о нашем новом проекте по трейд-ину. Для тех, кто не знает, поясняю. Значит, мы меняем бензиновую технику, у кого есть, на наши электрические модели, которые пришли с Китая. Это родной завод Китая. Они приходят уже в сборе. Вот такие вот интересные модели. Больше всего радует ключ зажигания. Сань, покажи, пожалуйста, включение-выключение, как он работает. Блокировка. Вытаскиваю ключ. Теперь смотрите внимательно. Оп. И туда уже ни черта не ставить. Ключ родной подходит. Давай. Он открывает замок. Так, теперь можно ставить уже ключ зажигания. Очень интересная блокировка на самом деле. Вещь хорошая. В общем, вот такие вот скутеры. Партия ограничена, предупреждаю заранее. Так что, если у кого-то есть интересная техника на переделку, на кастом, которая нам подойдет, которой мы можем заняться, приезжайте. Вот сейчас, допустим, мы вам покажем на реальном примере. Стоит бензиновый электроскутер. И покажем, как мы проводим данный трейд-ин. Бензин, реальный двигатель, ДВС, обмен на электроскутер с доплатой. Нам не важно, будет он у вас сломан, будет он у вас на ходу. Нас интересует сама модель. Если она в хорошем состоянии, нет каких-то там искривлений рамы, да, то есть не после аварии, то мы с удовольствием рассмотрим вариант сотрудничества. И не нужно говорить и писать глупости в комментариях по поводу того, что «О, там я вам пригоню сейчас планету 5, дайте мне там его взамен без доплаты на ваш скутер, потому что он стоит там столько-то». Потому что я там чего-то туда там придумал, приделал, и он на турбодвигателе. Нас это не интересует, мы все равно будем это переделывать на электро. А скутер это красавцы выжимают практически, сколько там, 55 это под Славой. То есть, ну у Славы вес там 100 с лишним, да, 55 жмет. Независимо. А, то есть вообще. А что, давай, залезай, прокатись вот так, кружок вокруг. На электро. Покажем ребятам. И чего? Рабочий момент. Рабочий момент, да. Ты у нас как главный техник-инженер постоянно в масле. Что ж теперь? Давай мы тебя в костюм оденем в следующий раз, если хочешь. Только люди не поверят. Давай, русский медведь. Супер. То, что надо. Так что, ребят, техника рабочая, реально меняем. По идее, они что то, 50 кубов.
Ну, давайте на них посмотрим. Итак, вот ширина колеса первого, вот ширина второго. И видно, что ширина первого и ширина второго в 2 раза больше. А это означает, что он может ехать и по бездорожью, ну, по грунтам, больше ям приобретать, ну и так далее. Итак, и также заднее колесо. А заднее вообще просто, я даже не знаю, как можно с таким задним приводным колесом ездить, соответственно, и вот такое колесо. Это колесо намного выигрышнее как заднее, так как и переднее. Дальше, больше по высоте, он больше в ширине. Отличная техника Honda, вот просто отличная. Этой технике, ну, больше 15 лет, но она сегодня сломалась. Ремонт данного двигателя стоит, наверное, практически сколько стоит этот скутер. Мы при замене одного на другое обращаем основное внимание. Это на внешний вид, это пластик, который может быть битый. То есть вот зеркала, это сиденье, которое вы понимаете, вот там оно, но здесь нет. Здесь надо все это покрасить, сделать. Вот вмятины, вот эти сколы, которые вы потом будете говорить, что мы вам продали некачественную технику, но мы же это купили БУ, нам это надо восстановить. Конечно, из него получится отличный электробайк, причем, что мы много делали фирменных вещей Honda, у них очень хорошие рамы и хороший пластик. И если мы на него поставим хороший качественный мотор, вы будете еще 10-15 лет пользоваться данной техникой. Но обращаем внимание, чтобы был целый пластик, сиденье. Соответственно, дальше мы вскроем и посмотрим единственную раму. Мы обращаем внимание на колеса, мы их будем менять. Что передние, что задние, соответственно, и передние вот, и задние, видите, их надо под замену. Скорее всего, мы поменяем оптику на светодиодную. Затем мы, скорее всего, поменяем щиток приборов. Я думаю, что он будет другой. Ну, потому что сейчас он обозначает вещи, которые для нас не столько важны на сегодня, потому что здесь нет заряда, там еще чего-то, что очень будет важно. Восстанавливать ее, ну, реально проблематично. И поэтому решили поменять на электро, на супер новую технику, которая ездит дальше, затрачивает меньше, выглядит больше, колеса шире. Я не знаю, что еще сказать. Те, кто выбирали старую Honda, они молодцы. Да, хорошая техника. Надо На брать. смену ей приходит новая. И мы сегодня предлагаем акцию при сдаче данной техники, любой техники, скутера, квадроцикла, мотоцикла. Мы предлагаем взамен приобрести экологический транспорт надежного качества, гарантийный ремонт по всей России. Мы готовы прямо обслуживать вашу технику. Причем мы готовы, даже если вы купите на кислотниках их, купить ему и поменять ему на литионные. Все, что хотите. Если у вас даже через год произойдет что-то, мы готовы это все обслужить, дать вам запчасти, привезти. Это самое главное. Мы готовы принять любую технику. От скутера до квадроцикла и мотоцикла. Ребят, правда, серия ограничена. Их немного. Я не скажу, сколько их конкретно. Ну, потому что просто не нужно зевать, да, так сказать. Страна большая, и на всех их явно не хватит. Пытайтесь успеть. Если есть у вас старая техника, которую вы готовы отдать, Я готов с отдать доплатой. 5 штук. Все.
сколько их, это второй вопрос. Ага. Вот так. Еще раз. Денежек не Я скупись, даю покупай 5 штук. А живопись. сколько их, это второй вопрос.